И все-таки он настал. Первый учебный день, которого я боялся больше всего. Новая школа и учителя, а главное новые одноклассники, с которыми мне всегда было сложно найти общий язык. Как и большинство очкариков, наверное. Я пересилил себя и выбрался из теплой постели. В старую школу меня обычно провожал папа, но этим утром из родительской спальни не доносилось ни звука. Неужели проспали? Оно и к лучшему. Не хотелось в первый же день прослыть папинкиным сынком. Наверное, родители лежат сейчас под одеялом и видят сны, где все по-прежнему легко и понятно. Хорошие сны, пусть и лживые. Чтобы никого не разбудить, особенно мирно спящую Олю, я прокрался на первый этаж. Старался наступать на середину половицы. Так я забавлялся еще в прошлой квартире. Если ступня попадает на щель между досками, считай, сгорел. Каждый, да, по-разному играл. Кто-то вообще на пол. Лавовый пол. Да, старался на лавовый пол не наступить. Там подушки кидал, по ним прыгал, как по этим, как по островкам. Стрелки часов нарезали время. Стоит поторопиться, скорее, скорее. Слишком быстро. Я сделал круг по прихожей. Лава кипела в зазорах между половицами. Надо идти аккуратно, выжить любой ценой. Прыг-прыг, словно жаба по кочкам, словно трусливый зайка в роще, кишащий волками. На кухне я сделал бутерброд, с трудом протолкнув его желудок и запил холодным чаем. Аппетит был как у человека, идущего на гильотину. Я потупился и увидел, что правая ступня стоит сразу на двух досках. Сгорел. Я переставил ногу. В животе закопошились мерзкие змееныши. Страх перед тычками и гадкими прозвищами. Часы щелкнули стрелками. Пора. Раннее утро было по-зимнему темным. Мрак из домов здесь никогда не уходил до конца. Я долго зашнуровывал ботинки, застегивал пуховик на все пуговицы, до последнего оттягивал неприятный выход в полутьму, в тревожную неизвестность. Протер очки на удачу, хотя и не припомню случая, когда эти толстенные стекляшки приносили бы мне везение. Ну все, хана. Небо напоминало огромный кровоподтек. На востоке громоздилась и разбухала черная туча. Слизывала звезды и гасила рассветное зарево. Тьма облепила деревья. Осторожные птичьи вскрики путались в зарослях. Я запер входную дверь длинным ключом, который носил на шее. Я, кстати, до сих пор ношу ключ на шее. Кстати, очень удобно. Блин, иногда, если забудешь, то здесь он всегда чик с собой. Особенно, когда один живешь, то это помогает, порой помогает. Хотя надо иметь и заначки тоже. Так, родители обязали носить меня шнурок-петлю, опасаясь, что я растяпа потеряю ключ. Ну да, бывает. Так, ветер свистел за калиткой, приглашал в новую жизнь, навстречу сомнительным приключениям. И будто старый приятель увязался за мной, подталкивая в спину. Тени сосен раскинулись, поглотив треть пустыря. На подходе к лесу я спрятал нос под воротник. Весь нахохлился, сутулился, вклиниваясь в просеку. Высокие деревья обступили тропинку. Под ногами шуршало снежное покрывало, а вверху ветви сплетались, образуя полог, отрезая меня от жалкого мерцания звезд. Ночь и не думала убираться из чащобы.
В темноте деревья походили на косматых старух и пахли могильной землей. Жесть какая. Стволы превращались в потрескавшиеся морщинистые морды с ртами-дуплами. Зазеваешься, и замшелые ведьмы утащат в лесные дебри. Будут потом родители бродить по лесам, голосить: «Антон, Антон!» Мертвые не отвечают живым. Или отвечают. Паника разрасталась в груди. Я готов был явиться в школу хоть у папы на руках, только бы не видеть, как тьма, словно черное тесто, поднимается во врагах. Я обернулся, показалось, что кто-то нырнул в кусты. Стоило мне ускорить шаг, как позади заскрипел снег. Лес вздохнул гигантскими легкими, затрещал бурелом. Ветер, птицы, все осталось в поле. Шум леса был единственным спутником. Я шел, вслушивался и все сильнее ощущал незримое присутствие, будто кто-то следовал за мной по пятам, стараясь попадать в такт моих шагов. Я оглянулся так резко, что хрустнула шея. Узкая тропинка позади меня потерялась в темноте. Сучья перехлестывались под нерукотворным туннелем. Есть здесь кто? Вопрос сорвался в скуп и растворился в несмолкаемом скрипе деревянных идолов этих древних сосен. И взбрело мне в голову идти через лес одному. Наверное, я спятил, или кто-то нарочно выманил меня из дома. Даруя слабую надежду, вдали замаячили огни. Проселочная дорога. Я со всех ног бросился туда, будто боялся, что тропинка сомкнется, когтистые лапы схватят меня за плечи, повернут и заставят взглянуть в лицо голодным обитателям леса. Но никто меня не задерживал. Не веря в удачу, я буквально вылетел на трухлявый мост. Ручей, студеный и черный, будто смола, омывал опоры. Я уперся ладонями в колени и из-под лобья глянул на лес. Пыл фыркнул, выравнивая дыхание. Чащоба притворилась спящей, миролюбивой, нежной, неживой. Остальной путь пролегал по заснеженной дороге, освещенной редкими фонарями. Я отгонял дурные мысли и постарался как можно быстрее перебегать от одного круга света к другому по защиту электричества. Так, в детской забаве, где первому нужно закричать «я в домике». Только домики эти были хрупкими, а за их стенами нетерпеливо двигалась тьма. Непрерывно двигалась тьма. Вдруг я заметил нечто до жути странное. Там, откуда не доставал свет покосившегося фонаря, ожила и утробно зарычала сгорбленная лохматая тень. Собака. Ее черты будто отторгали свет, а неестественная поза внушала страх. Я выпучил глаза и заморгал, чтобы прогнать наваждение. Но тень все еще была там и даже приближалась. Ужас скрутил мои кишки, я попятился и чуть не упал в сугроб. Чучело уже выпрямилось во весь рост и спросила ласковым голосом: «Чего крадешься? Душу мою украсть хочешь?» От удивления я решился дара речи. Кто может говорить со мной таким шелковым голоском здесь, между лесом и дремлющим поселком? Чего молчишь, несмышленыш? Язык вырвали? Слушай, а я тебе еще и нос откушу.
Будешь знать, как совать его в чужие дела. Судя по голосу и фигуре, это была девочка. Но не успел я отдернуть себя, дурак, испугался девочки, как различил под капюшоном распахнутый рот и что-то опасно блеснувшее в его широкой щели. Я обомлел. Лиса. Из пещеры капюшона на меня таращилась пугающая живая лисья морда. Только вот пасть ее не шевелилась, и глаза не моргали. Маска. Обыкновенная девочка просто маску лисы напялила. По крайней мере, я хотел так думать. Как-то случается, после резкого испуга я нервно заулыбался. А я просто в школу иду, а тут ты. Что я? Никогда не видел, как лиса собаку кормит? Действительно, возле ног девочки-лисицы крутилась маленькая собачонка. Кажется, одна из дворняк, что гналась за мной вчера. Ну, это вообще маленький пес, что он там? Извини, я не хотел. Услышав мой голос, собака тявкнула, прижала уши, затем принюхалась и завиляла хвостом. Наверное, от меня пахло колбасой, что я ел на завтрак. Я смотрел то на Моську, то на девочку. Она уже не казалась страшной, только странной. Значит, не хотел. Ну-ну. Как тебя зовут? Меня Антон. А тебя? А меня нет. Чудная какая-то, с приветом. Зато голос приятный. Оторопь сменилась радостью. Незнакомка явно была человеком, хоть и со странностями. Еще я немного злился на себя. Эта лисичка-сестричка гуляет в сумраке, как ни в чем не бывало, а я вздрагиваю от малейшего шороха. Можно было идти дальше, но девочка раздразнила любопытство. В следующий раз спросит меня милиционер, завел ли я знакомство на новом месте, а я ему отвечу: ага, с говорящей лисой. Ты здесь живешь? В поселке? Крутанулась вокруг себя так, чтобы подол шубки раздулся. Нет, глупый. Лисы не живут в поселках. Хочешь сказать, ты живешь в лесу? Из какой норы ты вылез? Конечно! Лисам среди людей не выжить, пока они лисы. Шутки у нее точно чудные. Как и карнавальная маска. Всего лишь папье-маше с наклеенным мехом. Собака напомнила о себе звонким лаем. Я отстегнул клапан рюкзака. Папа иногда подбрасывал мне в рюкзак что-нибудь вкусное, печенье или яблоко, или даже мои любимые крабовые палочки. Говорил, мол, это тебе от зайчика. Дворняга просительно облизывалась. Засеменила ко мне. Засеменила? Интересно. Так, лисичка явно чем-то угощала ее, но, видимо, не утолила собачий голод. Зачем ты так вырядилась с утра пораньше? На утренник идешь? Незнакомка встрепенулась, сбросив с носа серебристые снежинки, и будто стряхнула с себя человеческий облик, превратившись в настоящего зверя. Хитрую, быструю и опасную лису. Зазеваешься, полетят клочки по закоулочкам, разорвет, съест и не подавится. Я опешил и стал словно загипнотизированный, пока не услышал ее приглушенный и мелодичный смех, скрытый за абразиной зверя. Видел бы ты свою маску, сладенький. Сладенький, она сказала.
Тут я засмущался, покраснел до корней волос. Однажды мы с папой видели в засаде лису. Та была... Чего? Та была выленившей, серой и тощей. А эта девочка огненная лисичка, пушистая, как в сказках. Я до сих пор шарил в рюкзаке. Пальцы, искавшие еду для собаки, нащупали что-то мягкое и скомканное. Ничего. Скоро проснутся настоящие звери. Спроси-ка лучше у них, где они взяли свои человеческие лица. Тень девочки плясала в свете фонарей. Собака, будто соглашаясь, одобрительно тявкнула. От неожиданности я выронил находку прямо в сугроб, толком и не разглядев ее. Холодный ветер тут же высыпал край снежной лунки. Тут же засыпал край снежной лунки. Собака, решив, что это лакомство, бросилась на раскопки. Лиса лишь фыркнула. Я так оробел, что не знал, куда себя деть. За пределами электрического круга никак не рассветало, тьма напротив будто бы сделалась гуще. В ее чернилах беспробудно дремали окрестные дома. Я постарался продолжить разговор с удивительно странной незнакомкой. Так ты в школу идешь? Ах, ну какой же дурачок! Так ничего и не понял. Ну вот, хотел подружиться, а она лишь зубы скалит. Еще обзывается. Все-таки стоило пройти мимо и не обращать внимания на чудачку с ее глупой собакой. А ты чего обзываешься? Не хочешь отвечать, и пожалуйста. Никто не требует. Но что-то удерживало, притягивало к темной фигурке. Таинственный облик, томный голос с бархатисто-сладострастной линцой. Я был заинтригован и взбудоражен. Я смотрел на нее, как смотрят на пожар. Ой, да не дуйся. Гляди-ка лучше. Ты нравишься Жульке. Шутки. Собачонка разгребала снег, громко сопя и резво перебирая лапами. Лисица оглянулась на окна ближайшего дома, на бревенчатый фасад в дымке. Кончик ее фальшивого носа блестел в свете фонаря. И не только ей. Я снова покраснел, как вареный рак. Это она про себя или про кого-то другого? Я надеялся, что в полумраке девочка не заметит мое смущение. Прежде чем спросить, я откашлялся. А кому еще я нравлюсь? Я ждал, считая удары сердца. Лиса не ответила. Ее лукавый взгляд бегал по морозным рисункам чужих окон. Читал их как стеклянную книгу. Интересно, а что она видит в январских узорах? Там отпечаток читал. Дворняга закончила копошиться в снегу. Перчатку ты нашла, эту варежку. Засеменила ко мне, сжимая в пасти находку. Варежка. Неужели та самая, которую я нашел в лесу? Что она здесь делает? Но, приглядевшись, я сразу понял, что это лишь моя рукавичка. Может, мама подсунула их мне, пока я спал. А почему они не на этой, не на веревочке там? Я тут же вспомнил о пропавшем мальчике. Эй, ты знаешь что-нибудь про Вову? Перед глазами стала картина, пляшущие силуэты на пустыре. Танцы в ночь, когда исчез Вова. Мальчик, чья находка сулит мне большую награду и даже может спасти мою семью. Я вспомнил свой день рождения, когда родители обещали отвезти меня с сестрой в Париж, в Диснейленд.
Но вместо долгожданного подарка родители с нескрываемым смущением преподнесли мне обычный тетрис. Как я тогда плакал и требовал, чтобы меня взяли на обещанные аттракционы. Именно тогда мама с папой впервые поссорились, мой каприз надломил их отношения. Если бы только я мог все исправить, собрать всех, кого я люблю, и отвезти в Диснейленд. В ночь, когда пропал Вова, я, кажется, видел, как кто-то похожий на тебя плясал под моим окном. Невероятно, но ее маска будто бы стала еще ехиднее. Лиса словно принюхивалась. А что, ты тогда испугался? За себя или кого-то еще? Оля. При мысли о сестре грудную клетку сжали тиски, и холодный пот сбежал по позвоночнику. Ну так слушай меня внимательно, мальчик по имени Антон. Это большой и страшный лес. Лисичка сделала грозный шаг вперед. И я не единственный его обитатель. Другие звери уже знают о тебе. Берегись нас. Этой ночью мы опять придем. Все же не стоило знакомиться с этим злом в детском обличии, в панике подумал я. Пока ты со своей семьей будешь спать, подкрадемся близко-близко и станцуем Макарену. Чё? Эй, Макарена! У тебя прямо челюсть отвисла, Антоша! Видел он меня ночью у своего окна? Ага, как же! А ты случаем не местный дурачок, нет? Меня не отпускают гулять так поздно. Здесь, знаешь ли, дети пропадают. Я потрогал пластиковую дужку очков, озадаченной глупой шуткой. Напугался до чертиков. Ой, да не тереби ты окуляры свои. Я раньше тоже близорукой была. Лучше послушай меня. Может быть, ума наберешься. Лисичку как обычно называют? Плутовка? Рыжая бестия. Она вдруг заговорила обиженно. Ах ты ж! Да как ты меня? Ой, прости. Девочка засмеялась, словно серебряные колокольчики зазвенели. Да шучу я! Конечно, плутовкой. Если ты ловкий и смелый, не боишься с плутовкой водиться, я, так и быть, помогу разыскать этого Вову. Ты же неспроста его ищешь, да? Я неопределенно поводил плечами. Ее прозорливость насторожила. Знаю, почему дети повадились соваться в наш лес. Порой там можно найти много всякого интересного. Я вот однажды нашла целый сугроб конфет и купалась в нем. Да так, что челюсть слиплась. Сугроб конфет. По интонации не понять, она сама-то верит в то, что говорит. Я снова улыбнулся, но на этот раз не искренне. Посмотрите-ка, какой недоверчивый. Ну-ну, а что ты на это скажешь? Жвачка турбо. Она протянула руку в меховой перчатке. В ладони лежала горсть разных сладостей. В городе, где я когда-то жил, такие продавали на рынке или в киосках. Среди вкусных сокровищ я заметил свою любимую жвачку в яркой обертке. Турбо. Знакомая надпись на фантике гласила «Турбо». Треугольная лисья морда ткнула носом в мою сторону. Угощайся. У меня их полные карманы. О, еще тут и риска. Тоже тема классная.
Я принял угощение, почувствовав, как пахнет девочка шерстью, дымом фейерверков и петард, цитрусами, праздниками, наконец. Пальцы покалывало, когда я осторожно распечатывал фантик. Ноздри уловили аромат персика или чего-то еще незнакомого, но приятного. Фруктовый кубик отправился в рот. Я задвигал челюстью, перемалывая резинку. На вкус обычная турецкая жвачка, разве что язык слегка онемел. Развернув вкладыш, я обомлел от счастья. Mercedes-Benz! Она, кстати, красная, по-моему. Не красная она была, не помню. По-моему, что-то такое я припоминаю. Вот такая попадалась тоже. На нем красовался Mercedes-Benz, редкий и оттого желанный экземпляр коллекции каждого мальчишки моего прошлого двора. Сердце бухнуло о ребра. Я с трудом оторвался от вкладыша, не веря в свою удачу. Это же... Теперь понял, что можно найти в лесу? Только на твоем месте я бы туда в одиночку не ходила. Тебе вон от жвачки в забу дыханье сперло. А представляешь, что с тобой будет, если найдешь чемодан таких фантиков? Голову напрочь снесет. И пиши пропало. Ах, хитрая жучка, а? Необычное угощение, как и она сама. Под ее смешок я осторожно спрятал вкладыш в портфель, словно посадил бабочку в банку. Здесь все не так, как должно быть в понедельник утром. Кто же ты такая? Спрашивать было глупо, не ответит или соврет. Ужасно хотелось заглянуть под маску. Все больше казалось, что под ней прячется совсем не маленькая девочка. Может, Вова тоже нашел сугроб сладостей и теперь кувыркается в нем? Слушай, вдруг он решил остаться в лесу? Тогда, наверное, ему очень холодно в одной варежке. Ветер подхватывал ее слова, как дым от костра, и уносил в темноту, в дремучую чащобу. Деревья позади скрипели и скрежетали ветками костями. Или с ним что-то случилось в пути. Что-то страшное. Лес словно оживал от ее голоса, прислушивался, принюхивался, точно любопытный зверь. Лиса отвечала таким же внимательным взглядом. Дикие звери? Это, по-твоему, страшно? Ну, не знаю. Не знает. Уж не с двоечником ли я подружилась? Слово «двоечник» мне не понравилось, а вот подружилась даже очень. Я хорошист. Да, заливай. Бел да пушист. Пойдешь со мной, хорошист Антон? Найдем твоего Вову и сам его спросишь, что он нашел в этой пуще. Ведь пока мы вместе, никто тебя в лесу не тронет. Вот увидишь. Внутри что-то тревожно заворачивалось. «Лучше уходи», — посоветовал шепоток. Я тебе не верю. Ты думаешь, я врунья? Конечно, ты же лиса, ешь твой 20. Ты, пожалуйста, мне никогда никто не верит. В голосе незнакомки чувствовалась обида. Пойди пойми, наигранная или нет. Лиса отвернулась, будто я мигом перестал ее интересовать. Жвачка стала горчить. Вспомнилась папина любимая фраза: «Где твои манеры, сын?» А ведь лиса и вправду была добра ко мне. Не обижайся, пожалуйста. Лисы бывают и добрыми. Ну, как в сказках. Да? Какой, например? Мне бы только понять, что ты за лиса. Девочка мелодично хихикнула, прикрыв руками нос маски. Тогда пойдем со мной в лес, и ты все обо мне узнаешь. Но не сейчас, а
когда рассветет. А то тебя, бедного, всего аж потряхивает. Хм. Того и гляди, кондрашка хватит. Айда, провожу тебя до школы. Услышав это, собака согласно гавкнула и бросила возиться с варежкой. Я нагнулся, чтобы поднять чуть было не сбежавшую от меня рукавицу. Ну, если тебе по пути, Мы двинулись навстречу школе и потерявшемуся рассвету. Тут и там в окнах домов загорались огни, словно их обитатели подавали нам неведомые сигналы. За шторами мелькали силуэты, изредка лаяли дворовые псы. Из труб вился серый дымок, на кухнях бубнили телевизоры, звенела посуда. Мы смотрели, как неохотно просыпается поселок, а сами осторожно шагали по заснеженным колеям. Я шел по левой, она по правой, а собака плелась за нами следом. Я ждал, что лиса продолжит свои чудные разговоры, но она всю дорогу молчала, словно играла со мной в какую-то ведомую ей одну игру. Лишь изредка плутовка хихикала, когда собака нелепо чихала от попадающих на усы снежинок. Я первым нарушил молчание. так как тебя зовут? Ну конечно. Имена, имена, имена. Людям непременно надо вешать ярлыки на все подряд. Ну и как бы ты назвал такую лису, как я? Лиса Алиса. Даже не знаю. Но я читал про лису по имени Алиса. А что? Я не против. Пусть будет Алиса. И не поймешь, шутит ли она или серьезно. Я оглянулся, словно искал подсказку собаки у темного неба без проблеска зари. Мои немые вопросы оставались без ответа. Впереди уже вырисовывалась школа. Кирпичная коробка, застрявшая в нескончаемой ночи. Свет ее окон не сулил ничего хорошего. Да как-то там что-то и света-то нету, и все темно. Деревья часовые охраняли пришкольный участок. Крик, детский смех и чей-то свист разорвал тишину. Мы ходили сюда с мамой, как только приехали в поселок, и тогда школа казалась уютной. Пустые коридоры, пахнущие полиролью, пушистый снег снаружи. Второй раз я пришел один, за учебниками, и все пытался представить ровесников, скатывающихся по перилам, малышей, бегущих в библиотеку, учителей, важно вышагивающих по коридору. На пороге, в нахлобученных на затылке шапках и спортивных штанах курили старшеклассники. Их вид развеял мои представления о школьном уюте. Колючие глаза, их желтые от никотина зубы, кривые усмешки — все это вгоняло в тоску, ровную по мощи хмурому зимнему уту. Погрузившись в мысли, я совсем забыл про попутчицу. После уроков жду тебя на заднем дворе, возле повешенного. Возле кого? Она проигнорировала вопрос. Не опаздывай. Я поколебался. И хочется, и колется, говорит мама, когда я никак не могу решиться. Мысль о маме помогла ответить. Я после школы сразу домой. Эх, Антоша, Антоша, это я тебя так просто отпустила. Другие же незаметно подкрадутся со своими улыбочками и вцепятся. Клещами не оторвешь. Попомни мои слова. Лиса разинула пасть в широком зевке. Что еще за трюк такой? Антоха! Кто-то из пробегающих вдалеке ребят выкрикнул мое имя.
Я машинально обернулся на крик. Увесистый снежок прилетел в полуметре от моего плеча и задел собаку. Жалобно тявкнув, дворняжка припустила в сторону ручья, только хвост мелькнул. Темнота пожрала ее. И лисичка пропала без следа, растворилась в морозном воздухе. А может, в тень мою спряталась? Я сглотнул жвачку. Вот же не повезло. Глубоко вздохнув, я двинулся к школе, к запаху котлет в тесте и льющемуся на снег свету.